Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать нарядный стильный пуловер. Очень приятно посмотреть на эту изящную модель. Простым узором. Узор очень логичную схему имеет. В шахматном порядке у нас меняется полупатентная резинка и рельефная бабочка. Так называют этот элемент в аранском вязании. Приближаю вам картиночку немного. Вот посмотрите, видите? Очень красивое впечатление, приятное смотреть на эту модель. Она радует глаз. Мне очень нравится вот это вот сочетание в шахматном порядке вот этих элементов, вот этих. Давайте сейчас я вам полистаю. У нас сегодня будет с вами вот по спиночке тоже узор идет. Смотрите, как выполнено красиво, тоже хорошо смотрится, согласитесь. Бабочки и полупатентная резинка. Мило смотрится. У нас свободный крой, спущенный рукавчик, модель оверсайз, свободный крой такой, да. И вот здесь V-образный вырез по переду идет. Довольно красиво, интересно смотрится. Цвет вы, конечно, можете выбрать любой. Мы будем составлять сегодня описание с вами на размер 44, 46, 48, 50. Вот. Считаю, что модель заслуживает внимания, вяжется просто, быстро. И я думаю, что заинтересует вязальщиц, которые хотят связать красивую вещь и быстро при этом как бы не очень сильно напрягаясь, да, несложным узором, но весьма оригинальным, красивым. Так, ну, в общем-то, посмотрели мы с вами все. Вот здесь спущенный рукав, видно хорошо, да, модель. И давайте про сегодняшний видеопроект, что он будет содержать. Мы будем с вами сегодня, начнем с выбора пряжи. Я нарисовала схему этого узора, у нас будет по схеме, вяжется по схеме еще проще, да. Это очень облегчает вязание, когда перед тобой схематичное изображение того, что ты вяжешь. Вот у нас будет выкройка, у нас будет с вами текстовое описание, которое я всегда составляю и выкладываю под видео, да. То есть это инструкция, в которой последовательность всех ваших действий выкладывается под видео. Так, ну и, конечно же, мы будем вязать с вами этот узор, определять плотность. У нас будет выбор конкретной пряжи, да, то есть, которую я вам буду предлагать, и покажу вам, чем ее можно, в принципе, заменить на более бюджетную, да. Пряжа шикарная, хорошего качества будет сегодня предлагаться. Итак, давайте с вами начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Я буду использовать для вязания пряжу Этрофил Белграде альпака плюс мохер. По лицензии Италии выполнена турецкая пряжа. Состав ее: 10% кит мохер, 5% бэйби альпака, 55% полиамид, 30% вискоза, 50 грамм, 150 метров. Очень хорошего качества пряжа. Она немножко пушится, средней толщины. Я ее обожаю. Она супер мягкая, как пушок. Очень приятная, просто необычайно красиво смотрится в любом полотне. Вот. Мне очень нравятся спицы. Я использую 3,5. И у меня еще, как альтернатива для вас, девочки, вот такая пряжа. Она дешевая. Alize Lana Cotton. Это тоже турецкая пряжа. Она подходит по плотности, по толщине. У нее тоже шикарный состав, но она более бюджетная и дешевая. 50 грамм, 160 метров. И у нее 26% шерсть, 26% хлопок,
48% акрил. Вот, Ализе Лана Катон, шикарный цвет, 55. Это белый цвет, очень хорошего качества тоже ниточка. Вот я их рядом положила, оба белые, да, оба как прекрасные. Ну, конечно, у этой более нежный такой вариант, у хлопка он немножечко, конечно, такой более грубенький, да, но я думаю, что из этой пряжи, из Ализе, тоже будет шикарно смотреться данный узор. И для русских моих подписчиков я буду все-таки рекомендовать русскую пряжу. Она тоже бюджетная, Камтекс, белорусская серия Классик. В 100 грамм 300 метров, девочки. Это полушерсть, акрил, 50%, 50% шерсть. Она бесподобная, прекрасно выдерживается в носке, в стирку, по отзывам девочек. Вот, немного пушистая, она приятная к телу, то есть не колется. Для русских вязальщиц я рекомендую использовать, и она недорогая, вот эту белорусскую. В общем, вот вам, девочки, на выбор 2 бюджетных варианта и 1 вариант дорогой такой. Ну, хотя он тоже не слишком уж прям такой запредельно дорогой. На разные кошельки вот такие вот вам показываю варианты пряжи. Возможно, у вас есть какой-то свой вариант. Ну, средняя толщина, девочки, это приблизительно 100 грамм 300 метров. Да? То есть можете подобрать любую пряжу, которая вам будет нравиться. Так, ну а сейчас давайте с вами приступим к изучению схемы. Схему я нарисовала от руки по модели, да, то есть, конечно же, мы с вами разбираем брендовые вещи, и, естественно, схему я сама же и рисую. Смотрим схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом, девочки. Я ее немножко не закончила, поэтому даже не смогу вам сейчас назвать количество рядов. Смотрите, в шахматном порядке у нас вяжется вот эта бабочка, элемент бабочка, да, составляет 13 петель в ширину, элемент бабочка, и 30 рядов в высоту. Затем он заменяется полупатентной резинкой. Здесь то же самое, 13 петель полупатентной резинки, и затем заменяется бабочкой на 31 ряду. То есть здесь все очень логично, да, вот эта бабочка у меня, видите, до конца не уместилась здесь, да, вот там не умещается у нас немножечко в высоту. Вот. Но я думаю, что вы логично сами додумаете, да, вот эти ряды довяжете самостоятельно, здесь нет ничего сложного, здесь все понятно. Вот. Как связать полупатентную резиночку так, чтобы полотно у нас по вертикали совпадало с лицевой гладью, я вам сегодня расскажу. Не всякая полупатентная резинка сюда подходит. Надо здесь особая резиночка будет у нас вязаться. Ну и между вот этими элементами идет изнаночные петли. Мы будем сегодня вязать образец, и все это мы с вами проговорим и свяжем. Так что я думаю, что здесь не будет у вас никаких проблем, мои хорошие. Так, теперь дальше у нас есть выкройка. Да? Вот так выглядит выкройка. У нас спущенный рукавчик я сделала. И здесь такой небольшой импровизированный окатик, небольшой. Вот. В общем-то, вот такая вот выкройка. Классика у нас идет с V-образным вот этим вырезом по переду. Вяжутся детальчики отдельно, затем все сшивается. Так что тут, я думаю, вы тоже все понимаете, как вязать. Вот такое описание. Я выкладываю его всегда под видео, почитайте. Здесь вся идет последовательность вашего вязания подробнейше, как это все сделать. Все. Почитайте самостоятельно. На этом я заострять внимание сейчас не стану. Ну а сейчас приступаем к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 31 петлю. Раппорт у нас составляет 28 петелек, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. И первый ряд я уже связала, первый-второй ряд. Я уже связала. Девочки, следующим образом распределяю петельки. Он у нас будет такой же этот ряд, как и третий, я вам сейчас покажу. Собственно, и как пятый. Итак, вы вяжете первый ряд.
Я показываю вам на примере третьего ряда. И в итоге первый равен третьему и равен пятому, да? Вяжем. Кромочную снимаем и вяжем, первая петля у нас изнаночная. Это для симметрии. Затем начинается раппорт узора. Вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Затем вяжем изнаночная. И затем у нас идут полупатентная резинка вяжется. Первый ряд вяжем полупатентной резинки следующим образом. Лицевая. Делаем вот такой накид, петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. 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 Еще одна лицевая и просто изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Итак, мы связали с вами, получается, у вас первый ряд, да? Переворачиваем, и я показываю, как полупатентная резинка вяжется во втором ряду. То есть раппорт этой резинки составляет всего 2 ряда. И я вам показываю изнаночный ряд этой резинки. Вяжется следующим образом. Ну, первая это у нас была изнаночная, в изнаночном ряду она вяжется лицевой. И вот сейчас начинается полупатентная резинка. Вяжем, первая петля у нас идет изнаночная, и там, где у нас с вами петля снималась с накидом, не провязанная, вяжется лицевая вместе с накидом. Все это вместе. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, петля с накидом вместе вяжется лицевой, изнаночная. И все. На этом закончилась патентная резинка. Здесь у нас идет просто лицевая и 13 изнаночных. Вот я вам показала изнаночный ряд, да, как у нас связан раппорт. Ну, я больше изнаночные ряды вам показывать, конечно, не стану, но имейте в виду. Так, здесь у нас одна лицевая была для симметрии и кромочная и изнаночная. Переворачиваем. У нас с вами вяжется сейчас третий ряд, у меня это пятый. Так. Точно так же вяжется, я показывать не стану, девочки, один в один, как мы с вами связали. То есть вам надо связать первый, третий и пятый ряды, так же, как мы сейчас с вами связали этот ряд, я вам показывала. И мы встречаемся с вами в 7-м ряду, там у нас будет уже несколько иные операции. Итак, у нас с вами 7-й ряд, как я и говорила, и я показываю сейчас, как вязать 7-й ряд. Первая петля у нас с вами снимается, кромочная, далее для симметрии изнаночная. И начинается раппорт узора. И сразу мы начинаем 6 петель перекрещивать направо. Вы можете воспользоваться дополнительной спицей вот такой, вот, но я делаю это вот таким образом. Это несложно. Учитесь, девочки, это техника, кто не умеет делать, да? Снимаем с вами 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли у нас будут сейчас за работой. Показываю, видите, вот они там за работой. Вот эти следующие 3 петли я высвобождаю, с помощью правой спицы переношу их на левую. Все, мы перекрестили направо 6 петель. И все 6 провязали лицевыми. Это очень легкая техника вязания кос. Здесь прям-таки можно достичь автоматизма. Далее у нас по центру идет одна лицевая петелька, и далее 6 петель перекрещиваем с вами налево. Сняли также на правую спицу 6 петелек. Первые 3 петли у нас будут перед работой, следующие 3 высвобождаются, и они у нас за работой. И мы их собираем на правую спицу и аккуратно возвращаем на левую. Но они у нас за работой. Видите, мы поменяли местами 6 петель,
И сейчас все 6 также провяжем лицевыми. Мы их просто перекрестили, да? Но зеркально перекрестили в левую сторону. Все 6 провязали лицевыми, далее вяжем изнаночную. И у нас патентная резинка пошла опять. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. В общем, вяжем так, девочки, до конца патентную резиночку. В конце у нас идет изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Все. Вот, что у нас с вами сейчас вырисовывается. Переворачиваем. Изнаночный ряд самостоятельно вяжем. 9 ряд вяжем сейчас так же, как мы вязали первый ряд. То есть 9, 11, 13 ряды вяжем как первый ряд. Начинаем изнаночная, 13 лицевых, изнаночная, и пошла наша патентная, полупатентная резинка. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Вяжем так самостоятельно до конца. Изнаночный ряд тоже вяжем самостоятельно. Заканчиваем все изнаночное, да, кромочная изнаночная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли, девочки. Затем 11 и 13 ряды мы вяжем, как сейчас я провязала 9, да, показала вам. И у нас следующее перекрещивание в нашей косе будет в 15 ряду. Вот в 15 ряду и встречаемся. Сейчас вяжем 9, 11, 13 ряд, как вот сейчас я вам показала 9. Итак, девочки, у нас с вами 15 ряд получается сейчас. И снова перекрещивания в косе в нашей идут. Первая петля у нас кромочная, затем изнаночная для симметрии. И 6 петель мы перекрещиваем направо. Сняли 6 петель на правую спицу. Да? Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Все поменяли местами и вяжем 6 лицевых. По центру идет 1 лицевая. И снова у нас перекрещивается 6 петель, но уже налево. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли местами. Все 6 провязали лицевыми. Далее идет изнаночная. И пошла наша полупатентная резинка. Лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем. Вяжем самостоятельно до конца ряда. В конце ряда по раппорту идет 1 изнаночная и кромочная изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли, нашу резинку вяжем в изнаночном ряду самостоятельно. Вы знаете, как вязать, да? Так, с вами 17 ряд, 17, и мы его вяжем как первый. Видите, какой повтор идет. Значит, вяжем изнаночную, 13 лицевых, изнаночная, и полупатентная резинка у нас пошла лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем и так далее до конца вяжем. Заканчиваем все изнаночной петлей, раппорт, кромочная тоже изнаночная, и все. 18 ряд вяжем, как смотрят петли, девочки, и далее 19, 21 ряд вяжем, как сейчас мы связали 17. Так, встречаемся в 23 ряду, будет снова перекрещивание в косе. Девочки, у нас 23 ряд и еще одно перекрещивание сейчас будет в нашей с вами косе. Следующим образом вяжем изнаночная и вяжем 6 петель, перекрещиваем направо. Сняли 6 петель, и у нас идут первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Все 6 вяжем лицевыми.
лицевая по центру идет. И далее у нас идут с вами 6 петель, перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Меняем местами, все 6 вяжем лицевыми. Изнаночная. И далее пошла полупатентная резинка. Лицевая, накид, петлю снимаем. Вяжем самостоятельно патентную резиночку. Все заканчиваем в конце ряда, девочки, одной изнаночной. Вот мы заканчиваем изнаночной по раппорту, кромочная тоже изнаночная. Все. Отлично у нас все получается. Сейчас мы с вами свяжем 24 ряд, как смотрят петли, да? И у нас 25 ряд будет. У нас 25 ряд, и мы с вами вяжем его как первый. То есть, помните, да? Начинаем. Кромочную сняли, изнаночная для симметрии. 13 лицевых, раппорт. Изнаночная. И полупатентная резинка пошла. Лицевая, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. И так вяжем до конца ряда. Завершаем все изнаночной петлей, кромочная тоже изнаночная. 27, 29 ряды мы вяжем также, точно так же. Так, девочки, у нас с вами 31 ряд идет, и мы с вами сейчас будем делать шахматку, вязать. То есть там, где у нас с вами резиночка перейдет вот это сюда, где коса, а коса перейдет на сторону резиночки. Получается шахматная, да, в шахматном порядке узоры меняем. Поэтому первую петлю снимаем, кромочная, для симметрии изнаночная так и осталась. И сейчас будьте внимательны, эти петли будем заменять на патентные. Значит, вяжем первая лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая. Далее идет изнаночная, и здесь у нас сейчас будет 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых. Осталась одна изнаночная и кромочная изнаночная. Переворачиваем 32 ряд, вяжем, как смотрят петельки. И далее у нас идет 33 и 35 ряды, мы вяжем, как сейчас связали 31 самостоятельно. Встречаемся в 37 ряду. 37 у нас с вами ряд, и мы вяжем его следующим образом. Кромочную сняли, изнаночная, далее идет патентная резиночка, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, вяжем так патентную резиночку, да, самостоятельно. Итак, пришли изнаночная, и сейчас у нас с вами должна быть бабочка, повторяется наша. Мы будем перекрещивать 6 петель направо. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Ну, в общем, повтор идет. Все 6 вяжем лицевыми. По центру идет лицевая. И 6 следующих петель перекрещиваем налево. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Все поменяли местами и связали как 6 лицевых. Осталась у нас одна изнаночная и кромочная изнаночная. Вот. И вяжем таким образом. 38 ряд, как мы всегда вяжем изнаночные ряды.
Затем у нас идет 39, 41, девочки, по схеме. 39, 41, 43. Как мы сейчас вязали с вами 31 ряд, такие же они, да? Затем у нас идет 45 ряд, как 37 ряд, да? И повторяется, то есть вот это все дело повторяется. Это все вы можете самостоятельно связать, мои хорошие. Я, наверное, не буду больше загромождать видео, в принципе, да. И так понятно, что вот эта часть перешла полностью сюда, а эта часть полностью сюда перешла. И так вяжется до полного окончания цикла, да, узора, и потом снова меняется с первого раза, снова повтор идет. Так. Так, девочки, вот так выглядит сейчас наш образец. Надо сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш узор и тянем его по вертикали и по горизонтали. Очень пластичный материал у нас. Вытянули, потянули аккуратно. Так, все оставляем. Итак, вот что у нас получилось. Высохло, пушится. Здесь мохер есть в этой пряже. Так, и в общем-то давайте берем линеечку обычную, да, и измеряем. Делаем измерения. Давайте, естественно, это все уложим. Так, и я прикладываю нашу линеечку, измеряем ширину. Ширина. Получается вместе с кромочным 15 сантиметров. Я набирала 31 петлю. Ну, тут можно и так понять. 31 разделить на 15. Это циферка 2. Ровно 2. И запишем, что в 1 сантиметре 2 петли. Я пишу 1 сантиметр равен 2 петли. Это наша плотность по горизонтали. По вертикали также делаем. Берем наш узорчик. Укладываем его и измеряем его длину. 17,5. Считаем, сколько рядов. У меня получилось, девочки, 40 рядов в образце, связаны, разделить на 17,5 сантиметров. Вот такая плотность получается по вертикали. Это 2,3. Будем, давайте, округлять. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Это у нас вертикальная плотность. Все. Сейчас будем делать расчет. У нас будет с вами вот такая выкройка, девочки, сегодня участвовать. Ну, обычная классика. Перед, спинка, рукавчики вяжутся отдельно, потом все сшивается. Будут сегодня участвовать размеры у нас 44-46 и второй размер 48-50. И у нас будет такая ширина. Первый размер 50 сантиметров, второй размер 55 сантиметров. И сразу говорю, как считали петельки. Вот у меня 99 петель и 109 петель получилось. Ну, здесь, собственно, мы умножили ширину на плотность по горизонтали, вот это число, в 1 сантиметре 2 петли, и получили 100 петель. Но мне надо, чтобы было нечетное число для правильного расположения узоров симметричного, поэтому я сделала 99 и 109. Так, и сразу показываю вам, девочки, как это располагается, узоры. У нас с вами есть схема. 28 петель составляет раппорт узора. Вот. И одну петлю мы с вами делали для симметрии, да? Смотрите, сейчас я про эту симметричную петлю ничего говорить не буду. Я буду вам говорить про то, что у нас вот с вами вот эта коса занимает 13 петель.
Согласны, да? Мы начинаем раппорт с этой косы, да, заканчиваем раппорт полупатентной резинкой. В сумме это составляет 28 петель. Здесь еще идет одна изнаночная у нас. И вот эти 28 петель раппорта я сделала, повторила 3 раза. То есть у меня 3 раппорта умещается и 13 петель для симметрии. Я добавила крайне левые. Плюс 2 кромочные с двух сторон. В сумме дало 99 петель. Второй размер на 48,50 у меня получилось 109 петель путем добавления вот к этому же расположению узоров еще 5 изнаночных справа и 5 изнаночных слева. Вот. Понятно, да? То есть мы расширяем за счет изнаночных петель. Вы можете взять и 52 размер, таким же образом расширив за счет изнаночных петель. Никаким другим способом здесь расширить невозможно. Потому что очень широкие объемные раппорты, девочки. Идеально у нас получился только вариант для 44-46 размера. Здесь у нас все четко поместилось, прям как должно быть. Вот это имейте в виду. Так, ну и далее идет тоже такие технические моменты, что у нас спинка перед вяжется одинаково, да, V-образный вырез у нас идет только по переду, и вот этот закругленный по спинке. Как это все связать, у меня будет в описании под видео подробнейшим образом разложено по полочкам. Там я пишу последовательность ваших действий, на какой высоте, сколько петель в начале закрываем, сколько потом, как сделать скругление по спинке. Все это есть на в моем описании текстовом. Хотела бы сказать я, что из этого количества петель у нас на вырез горловины приходится первый размер 39, второй 41 петля. Как считала, берем 20 сантиметров, условно говоря, ширину выреза умножаем на плотность по горизонтали 2. Получается 40 петель. И опять нам надо, чтобы было нечетное число, поскольку здесь участвует нечетное число, и при разделе у нас должно быть на плечи одинаковое количество прийти целого числа. Поэтому тоже должно быть нечетное число по вырезу. Поэтому то, что остается, это петли плеч. Плечо у нас идет со скосом, как вы видите. Высота скоса составит 4 сантиметра. В петельном эквиваленте в рядах это 10 рядов будет, да? Вот. И как сделать этот скос плеча, тоже подробно я сейчас рассказывать не стану. Почитайте сами под видео, там несложно понять. Так, теперь про вырез V-образный. В каждом втором ряду будем закрывать 20 петель. Вот. И, в общем-то, здесь одна петля у нас в самом начале закрывается. Ну, она лишняя, да, нам надо, чтобы было, обе половинки вязались раздельно, и одна петля здесь не нужна совсем. Мы ее закрываем, и далее у нас четко одинаковое количество петель остается на одной половинке и на второй, да, и мы будем убавлять по V-образному вырезу 20 петель в каждом втором ряду, да. Закроем плечи так же, как по спинке. Будьте здесь, пожалуйста, внимательны. Высота должна быть одинаковой и переда, и спинки получится. Если вы закроете здесь раньше, ничего страшного, то вам просто чуть-чуть провяжете без убавочек полотно и все. Так, теперь у нас высота проймы. Здесь первый размер я взяла 20 сантиметров, второй 21 сантиметр. Отсюда у нас и самая широкая часть рукава. Ну, рукав у нас с таким небольшим окатом идет, импровизированным, на высоту всего 3,5 сантиметра. Ну, в общем-то, я взяла 8 рядов, да, это получается. Набираем с вами для резинки 45-47 петель. Вяжем так же, как и по спинке переду. Я не говорила, наверное, но тут написано 5 сантиметров у нас была резиночка 1 на 1, 2 на 2, любой, какой вам нравится. Делайте планку. Здесь то же самое, на ту же самую высоту. У меня рукавчик получается высоту вместе с таким маленьким окатиком
Ну, 45 плюс 3,5, 48,5 сантиметров. Эта мерка должна быть, девочки, очень индивидуальная. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому моменту, не игнорируйте, не доверяйте слепо, потому что я пишу, потому что у нас у всех разный рост. Я беру я беру длину изделия 58, первый размер, 59 сантиметров. Обязательно под свои мерочки эти величины откорректируйте. Также и рукав. Обязательно точно определите, какая длина рукава должна быть у вас. Вот. И как рассчитать небольшой скос. У меня получается, надо прибавить будет 4 петли, второй размер 6 петель. Как я получила вот эти числа, да, в самой широкой части рукава? Очень просто. Вот эти 40 сантиметров, а здесь 42 сантиметра, я умножил на плотность по горизонтали 2. У меня получилось 84 петли. Опять-таки надо, чтобы было нечетное число, поэтому пишу 79 и 83 петли. Так, с помощью... да, вот еще по поводу, перешла тема у меня. Связали планку по низу рукава, да, и перешли в последнем изнаночном ряду, сделали крупные прибавки, довели во всех размерах, значит, до 71 петли. Надо прибавить нужное количество петель, я пишу об этом в описании. И сколько петель пишу, тоже надо прибавить. Вот вы прибавили, перешли на вязание узора. Узоры у меня, получается, вот таким образом симметрично располагаются. 2 раппорта по 28 петель и 13 петель для симметрии косы добавляется. Плюс, конечно же, 2 кромочные. Никакой изнаночной здесь не нужно. 71 петля в сумме получается. Вот. То есть 2 раппорта. Здесь 3 раппорта у нас умещалось, здесь 2 по рукавчику. На все размеры одинаково. И вот эти импровизированные 4-6 петель, девочки, прибавлять будете, вот в первом случае в каждом 23 ряду у меня получилось, во втором случае в 15 ряду в каждом. 6 раз прибавите по одной петле справа и слева одновременно и симметрично это делается. Откуда я взяла вот эти вот числа 23, 15? Ну как, очень просто. Смотрите, берете длину скоса, в моем случае получилось 40 рядов, умножаете на вертикальную плотность. Вертикальная плотность составляет в 1 сантиметре 2,3 ряда. Итак, показываю. 40 умножить на 2,3 это 92 ряда, видите, да? И 92 ряда мы разделим на те петли, которые надо прибавить. Вот первый размер 4 петли. Разделим на 4. Вот, пожалуйста, в каждом 23 ряду у нас по одной петле прибавляется справа и слева. Второй размер также я считала, но не буду показывать. Так, ну, в общем-то, в принципе, вот и все, что я хотела вам рассказать. Всегда заостряю внимание на вертикальной плотности. Пожалуйста, ее используйте, вяжите правильно, девочки. То есть все наши сантиметры на выкройке, которые идут вот вертикальные мерки обозначают, пожалуйста, переводите в ряды. Для чего? Дело в том, что после стирки каждое изделие тянется, каждое изделие оно теряет свою форму первоначальную, которая у нас вот при вязании получается. Она всегда вытягивается. Вот. Ну, если, конечно, вы в кипятке не постираете хлопок, который у вас наоборот сядет. Да? Я говорю про обычные современные пряжу, которая всегда содержит синтетику, и это очень хорошо. Чистый хлопок — это все-таки, я так считаю, риск. Он садится, как правило. Так, и вот наши такие шерстяные, в данном случае полушерстяная пряжа, она тянется. Это естественно. Чтобы этого не было, мы применяем вот эту плотность. То есть мы берем образец, заранее его тянем, да? Вначале его делаем влажным, потом мы его тянем, да, имитируя процесс стирки. И мы получаем те размеры после сушки, которые будут ему присущи, когда он уже станет изделием. Да? И применяем вот эту вот технологию расчета
Что такое плотность? Это коэффициент, который вы применяете при вязании. То есть вы умножаете любой показатель, будь там в сантиметрах по горизонтали, да, будь там по вертикали сантиметры. И каждый раз умножайте на коэффициент, который мы с вами сегодня рассчитывали. Мы его называем плотность. Вот, пожалуйста, 2 и 2 и 3. Да? И получаем петли в первом случае и во втором случае ряды. Вот мы петельки знаем, сколько там точно набрать. Вот мы знаем, сколько рядов нам провязать, чтобы получить такую-то длину изделия. Вот и все. Ничего сложного здесь, в принципе, нет. Но я думаю, что мое описание под видео вам все объяснит более детально. Сейчас я заканчиваю свой видеообзор, свой видеорасчет. И желаю вам удачи. Я не думаю, что у вас возникнут сложности при вязании этого несложного изделия. Про планку, которую вы будете вязать на круговых спицах, вы почитайте в описании под видео.